Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро, прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 27 мая по 2 июня. На этой неделе у нас лето встречается с весной. Время просто мчится. Давайте узнаем, что приготовили карты для вашего знака зодиака. И мы зададим наши традиционные вопросы, что важно знать. Не успела договорить. Праздник какой-то намечается у вас, мои дорогие стрельцы, или радостное событие, или, может быть, это вы порадуетесь за себя, что какое-то дело вы совершили, в точку в чем-то поставите, или это какое-то предложение, у кого-то может быть предложение по части личной жизни, все-таки тройка чаш. Чаши – это про любовь или про какие-то добрые, приятные эмоции. Но радость, что важно знать, радость какая-то у вас на этой неделе определенно будет. Есть тот момент, когда, или повод, скажем так, быть оптимистом. Ну, хотя вы-то как раз и оптимисты, мои дорогие стрельцы. Так вот, в нашем традиционном еженедельном прогнозе мы спросим, что скрыто, чему сейчас не время, как нам карты покажут эту неделю, предстоящую еще, и какие подсказки дадут. Итак, что же важно знать? Сама достаю карту. Или чем вы будете заниматься, может быть, как сфера жизни. Неожиданности или чего не избежать. Чему сейчас не время или что вам может помешать, какие энергии. Что же вам будет помогать? Что скрыто? Дело, работа, бизнес. Тоже смотрим энергии. Энергия денег на неделе. И личная жизнь, чем вы будете заниматься или кем. Ну вот пятерка жезлов называют эту карту информационного хаоса, когда много информации. Может быть, вы себе напланировали много, но по этой карте еще и людей в нашей жизни бывает много. Возможно, вы работаете с большим объемом информации тогда на этой неделе. Ну, так напряженно будет. По этой карте мы должны перепроверять все то, что услышим. Не основываться на первой новости, потому что она может быть искажена. Найти правду, разобраться еще в том контексте, следует ли что-то продолжать или следует ли откликаться, кому-то сказать «да» или кому-то сказать «нет». По этой карте могут быть и люди, мои дорогие, но это те люди, на которых мы не можем понадеяться. Есть определенная детскость в этой карте, когда либо человек такой, может быть, он и почтенного возраста, но он вам утром может что-то пообещать, или, может быть, и не обязательно утром, я, к примеру, а вечером уже забыть. Или, если в его жизни появляется какой-то для него более перспективный план, он может выйти из ваших общих вопросов, проблем по-английски, вас не предупредив. Поэтому надеемся всегда на себя, информацию перепроверяем. Это в том контексте, что важно знать. Неожиданности. По двойке жезлов я не могу сказать, что это неожиданность. Может быть такой момент, когда нам приходится чего-то ждать. Или когда мы решаем на этой неделе, предположим, прежде вы уже с чем-то определились, а здесь приходит какая-то новость, может быть, кстати, приятная новость, и вы пересмотрите отношение к конкретному человеку. И если вы даже в планах у вас было такое, что провести серьезный разговор или у кого-то даже расстаться, может быть и так. Вот здесь вы скажете, нет, дай-ка я еще пронаблюдаю. Или это наблюдение будет касаться каких-то вопросов по работе, когда вы тоже не склонны принимать быстрое решение. Все же тут мы опираемся на то, что нам приходится выбирать как будто между двумя направлениями, но выход этот или выбор, он пока не очевиден. Много разрозненной информации, или вдруг вы получаете ту информацию, которая для вас совершенно неожиданна, и вам нужно тоже собрать для кого-то конкретно документы или проиграть один из каких-то возможных вариантов. И здесь может быть что-то из разряда иррационального, когда действительно или на двух стульях придется усиживать нам, или договариваться с кем-то, все-таки карта дуальная. Или пока вы как на перепутье, но нет пока четкой картины, в каком направлении мне идти, что для меня наиболее выгодно, или как решить тот или иной вопрос, чему сейчас не время.
но и не время рисковать собой, или не время рисковать отношениями. Посмотрите, десятка пентаклей. Как раз говорят, что в плане многих вопросов на этой неделе у вас благополучный период. И в целом сильная достаточно позиция. Деньги есть. Взаимопонимание между близкими, с вашей семьей, с вашими детьми. Может быть, какие-то вопросы вы будете решать там не только связанные с вашим узким кругом общения, а и с родственниками, далекими родственниками, друзьями. Но не время тратить деньги, не время кому-то что-то обещать. Не время, может быть, отчасти все же, хоть и нам изображена семья. И эта карта десятка пентаклей подразумевает решение вопросов по части жилья или переезда, к примеру, да, или когда мы делаем ремонт, или собираемся, намереваемся уже к нему приступить. Ну, значит, если про ремонт или про какие-то нововведения в вашем доме, наверное, не на этой неделе. И деньги-то тоже пока не тратим. Все же денежная карта. Или если у вас стоит выбор о переезде, смене места жительства, ну точно не на этой неделе, вы можете что-то просчитывать. Как раз на этой неделе очень хорошо рассмотреть множество вариантов, работать с информацией. Даже если эта информация напоминает какой-то замкнутый круг или какой-то клубок. Вот здесь постепенно, вот так вот продуманно, шаг за шагом, раскрутить его. Или найти, что же есть на самом деле, вот эту недостающую информацию, возможно, юридическую информацию, себя в чем-то обезопасить или узнать, как в отношении вас работает закон. Все же пятерка жезлов, которые, что важно знать, и все то, что я говорила по этой карте, она подразумевает, что мы с этой информацией, мы ее перепроверяем, иными словами, мы с ней работаем. Может быть, это вами инициировано, это вам нужно решить какой-то вопрос, и вы как раз ищете этот самый выход. Тогда я не могу сказать, что он будет абсолютно ясен на этой неделе, но ваша сильная позиция, просто говорят, никуда не спеши, сохраняй все то, что ты имеешь. Что же вам помогает? Рыцарь чаш. Правда, какой-то праздник, хорошее настроение, вдохновение, приятные новости, приглашение совершить поездку или отправиться в путь, или к вам кто-то приезжает, добрые вести и в целом позитивный настрой, оптимизм. Вам, мои дорогие стрельцы, это помогает. Что скрыто, давайте узнаем. Вы знаете, карта может говорить, что вот той темой, которой вы сейчас заняты, или то, что вы хотите, допустим, осуществить. Первое. Либо вы можете от этого отказаться и переключиться на что-то совершенно другое. Либо для того, чтобы осуществить ваш план, вам действительно нужны знания, вам нужна информация. Причем не та, которая разрозненная, а та, которая достоверная. Может быть, для кого-то из вас, допустим, вы хотите открыть свое личное дело или попробовать для себя какое-то новое направление по части заработков. Может быть, это будет связано с искусственным интеллектом, или с криптовалютами, или с чем-то таким, что для вас, вот я сказала иррационально, это то, что для вас пока как, ну, какой-то, как сумерки, хаос информационный, и вам его нужно распределить, и вот эту информацию причесать, и значит, придется чему-то учиться. Возможно, это просто курсы онлайн, или вы действительно отправитесь получать знания какие-то. Может быть, это не очень долго. Для кого-то это вы примете решение и получить академическое, базовое образование для того, чтобы осуществить какой-то проект. Или вы с чем-то можете определяться. Мои дорогие, для кого, стрельцы, для кого сейчас актуален такой момент, когда вы выбираете вообще свою будущую профессию и собираетесь куда-то поступать? Я могу предположить, что вы можете что-то переиграть на этой неделе, потому что есть не одно какое-то направление, а есть еще вторая тема, которая вам очень интересна. Но так или иначе, Паш Пентаклей – это наши знания, которые мы кладем в копилку успеха, и они не будут напрасны. Это не будет просто знание ради любопытства. Это то, впоследствии, из чего вы сможете построить даже капитал. Поэтому к знаниям отнестись по пажу Пентаклей нужно внимательно. А кто-то из вас будет участвовать в жизни детей. И может быть как раз с учетом пентаклевой карты проплаты за обучение у кого-то может быть и такая ситуация.
Дела, работа, бизнес. Смотрите вы уже вперед. Тут правда, неделя оптимизма, неделя новых горизонтов, расширить кругозор или начать изучать языки, потому что хочется видеть мир, хочется себя попробовать в новом деле. По тройке жезлов эта карта нам добавляет того контекста, когда у нас все стабильно, когда вы контролируете ситуацию. Я понимаю, что стабильность, она у каждого по-своему, но вот этот смысл карты, когда вы именно контролируете, не спешите, кстати. И у вас двойка жезлов и тройка жезлов. Нам как раз и говорят по этой карте, что вы можете пока в чем-то определяться, потому что еще пока не время делать важный выбор, или к чему-то приступать, или что-то приобретать, или куда идти учиться, или чем мне заниматься. И вот буквально вы уже на пороге. Иногда по этой карте мы умышленно останавливаемся, такое тоже может быть, и для кого-то проиграется так, что вы занимались какой-то работой, или вы профессионал в своей сфере деятельности, но возник тот пункт или своего рода препон, когда вам нужно разобраться с какой-то тоже информацией, что-либо перепроверить, может быть, перепроверить перед тем, как вы примете какое-то очень важное решение по части работы. Может быть, это и смена работы. А для кого-то из вас вы на двух работах как раз работали, и тут вы понимаете, что уже близок тот этап, момент, когда мне нужно выбирать что-то одно, потому что у меня не хватит сил двигаться одновременно в двух направлениях. И такая ситуация тоже может быть. Одним словом, не торопитесь на этой неделе. Позвольте себе чем-то вдохновиться. Сами себя чем-то вдохновите. Сделайте себе что-то приятное. Кстати, по рыцарю чаш, что вам помогает? Это может быть и подарок чей-то в отношении вас. Но если подарков никто не дарит, устройте праздник самому себе. Или самой себе. Побалуйте себя чем-нибудь. Это вас больше как-то окрылит или придаст уверенности в собственных силах. Но приятные эмоции, они способствуют вашему благополучию и успеху в принципе на этой неделе. Деньги, успех. И все то, что я говорила, карта подтверждает, как и по пажу Пентаклей в позиции пока что скрыто. Скрыто, потому что мы пока еще должны обучиться, или найти информацию, или с чем-то разобраться. Но я сказала, что все в последующем будет переложено в какой-то материальный эквивалент. И шестерка жезлов, это у нас на деньги выпадает карта победителя. Поэтому победа будет. Хотя нам говорят и сейчас, как бы деньги есть. Но, видимо, определиться у кого-то с инвестициями, у кого-то с вложениями, у кого-то с куплей-продажей, или просто распределить свой бюджет. И по шестерке жезлов нам говорят 50% успеха. Это только его достигнуть или достигнуть, поднять какую-то планку, взять ее, этап какой-то жизненный, добиться чего-то. Остальные 50 придется удерживать и все контролировать. И эта неделя очень хороша для контроля, нежели для рывка, мои дорогие стрельцы. Поэтому вот такие энергии у вас очень даже позитивные. Замечательно. Весь мир у ваших ног. Карта мир, завершение. Посмотрите, у вас, по сути, две итоговые карты. С учетом тройки жезлов. Сильная позиция. Но не тогда, когда мы в хаосе мечемся или чего-то там пытаемся решить вопросы или пытаемся исправить. У нас, да, получается, но мы очень уставшие. На этой неделе нет таких энергий. Здесь больше победоносной энергии, значит, действительно какая-то радость для вас будет. У кого-то по части финансов, а у кого-то по части личной жизни. И если вы планируете переезд, все же карта мир – это когда нет ничего невозможного. Вы можете передумать, переиграть переезд в какое-то другое место. Или как раз у вас возможности какие-то откроются. Или вы будете видеть, как вам, предположим, оформить документы. Или решить какой-то вопрос. Вот все, чем вы занимаетесь на этой неделе, будь то дела, работа, бизнес, будь то сам по себе денежный вопрос, или все те дела, которые в конечном итоге сводятся к финансам, или вопросы личной жизни. Тут, правда, мир, гармония в душе, и умение договориться, может быть, проговорить какие-то важные темы с вашим любимым человеком и насладиться общением друг с другом. По этой карте есть взаимопонимание. Мне нечего добавить. Правда, позитивная неделя. И, мои дорогие стрельцы, 21-й старший аркан. Вы итоги какие-то подводите. И когда получаете тут те бонусы, это даже не бонусы,
а тот результат, который вы заработали, заслужили, или то, к чему вы шли. Тут действительно не просто мелкое что-то, как радость, а какой-то серьезный вопрос у вас может либо продвинуться, либо теперь вы будете знать на этой неделе, как вам действовать, как вам поступить. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.